Так, друзья, всем привет. Мы идем выписываться. Всем привет. Ну, по идее, должны выписать. Ну, кто выписываться, а кто по своим делам? Да, Катя идет паспорт делать. Да, меня пригласили наконец. Нет, пригласили на собеседование. Ой, на это. Магии. Не собеседование. Письмо счастья пришло. Да. Ну, вообще, да, мне вообще сегодня еще на работу. Вот я с утра договорилась с девчонками и полетела в МВД. А мальчишки на прием. Но нам в одно время как раз надо. И по пути, поэтому мы стартанули вместе. Первый раз. Ну, не первый, ладно. Ну, может, третий раз я иду лично с Ромой в поликлинику. Не лично, а единично. Единично. Ну, короче, мы вдвоем с Ромой не так часто ходили, обычно все вместе делаем. Поэтому сейчас там меня наглые бабки с внуками забьют там куда-нибудь в очередь, не знаю. Там всякие схемы, блин, 2 через 1, там что-то. Да, по нем сегодня без наверняка. Ну, кстати, мы в прошлый раз были, например, было не так много народу, как мы там боялись, да, было, в принципе, нормально. Недолго мы посидели, сколько, может, полчаса всего. А сегодня у нас понедельник, и по понедельникам обычно всегда очень много людей после выходных. Поэтому не знаю, что там их ждет. У нас еще Ярослав заболел. У нас Ярослав очень редко болеет, прям очень. И вот у него позавчера уже поднялась температура, 38,5 было весь день, практически не сбивалась. Но он говорит, позавчера у него болела голова и спина, вчера опять стал, опять 38,5 там, ну и все в этом роде. И он говорит, ну у меня ничего не болит. И он говорит, все нормально, завтра будет все хорошо. В итоге сегодня мы всю ночь с ним не спали. Потому что я вот только уснула, в первом часу ночи проснулась в 2 часа от того, что на кухне аккуратно, скользко. И я пришла, а он, оказывается, встал, потому что его знобило очень сильно. Вот мы пили парацетамол, мы ничего не сбивало температуру, до этого пили ибупрофен, тоже не сбивал. Не знаю, сегодня вот сейчас сбегаю по делам, но мальчишки домой вернутся и буду вызывать им врача, ну, потому что температура не сбивается, это вообще как бы ненормально. И так вроде ничего нет, но сегодня вот начал покашливать с утра. А так как сейчас всякие ходят эти какие-то микоплазменные пневмонии среди подростков и всякой фигни, то как бы страшновато, конечно. Да, в общем, будем ждать врача. Возможно, он приедет только завтра. Да, как у нас с Ромой было. Мы тоже вызвали и нам позвонили вечером, сказали, идите завтра. Так что не знаю. У нас все продолжают звонить в школы всякие дураки. И у нас уже сколько? Ну, месяца 3 эвакуируют школы каждый день. Так это ладно, школу, уже поликлинику в прошлый раз в твою мы пришли, да? Там эвакуация была, да. Тоже. Мы как раз пришли, тоже у меня был номерок на час, что ли, мы пришли, а там женщина сидела, которая на 10 утра. Я еще думаю, ну нормально, опоздала и тут хочет пролезть вперед себе. А оказывается, что там тоже позвонили какие-то идиоты. Сказали, что там вообще заложено. Да. И, короче, и эвакуировали всю поликлинику, все приемы встали, соответственно. А представьте, сколько в поликлинике людей с всякими болячками, да? Кто-то, может, еле-еле вообще до туда дополз. Так, ладно, и, поликлиника. Короче, в итоге всех эвакуировали, и вот люди там с опозданием на 3 часа сидели по номеркам, там такая началась вообще потом. За день до этого больницу республиканскую, городскую, также. И вот там как эвакуация была, я не знаю, там люди с переломами лежат и так далее. В общем, кому-то делать нечего. Уже несколько месяцев подряд звонки либо звонят, либо пишут. Я не знаю, почему не могут его это. Да, уже столько времени прошло. Неужто никак не выходит. И сейчас опять выходили, и кругом мигалки были. Опять, видимо. Ну, сегодня в новости зайду, почитаю. Но, скорее всего, так и есть опять, потому что столько сирен я не слышал давно. Соответственно, там теряется как минимум 1-2 урока, и то первые сосульки. Дни. Но я вроде говорила, что первые дни у нас детей эвакуировали и прям распускали по домам. Первые разы, первые дни. Потом спустя 3 недели вот этой всей вечной эвакуации
их стали эвакуировать на время просто, чтобы проверить школу и потом запускать обратно. Ну потому что иначе, вы представляете, так за одну неделю было там по 3 сорванных дня просто полностью. Здесь не училище? То Вон есть здесь, стоят. Нет, то есть дети приходили вот целиком. То есть дети Нет, приходили. дальше школа. Дальше школа 17. Ну вот, видимо, уже. Да, нет, там это как его называется. И то есть по 3 дня просто впустую в школе. То есть дети приходят на первом уроке, уже все, их эвакуируют и распускают по домам, короче. Соответственно, ну, дети пропускали по 2-3 дня в неделю. И потом стали их после, короче, эвакуации обратно. Господи, В общем, все, включимся дальше. Все, Катя ушла по своим делам. Мы с Ромой остались вдвоем. Надеюсь, там мало людей будет. Надо еще запомнить, за кем занимал. То у меня память на лица не очень. Ну, в принципе, нам осталось вообще ерунда. Сейчас перейти дорогу и спуститься чуть вниз. Так, пишите, кстати, в комментариях, у вас такие же кучи снега лежат по всему городу. У нас снег не вывозят. Вывозят только весной. Даже, по-моему, с Ленина тоже не вывозят с центральной улицы. Вот, смотрите, какие у нас кучи снега лежат в центре, около Макси. Все, мы, короче, отстрелялись быстро. Мы пришли. Да, мы пришли. Я в регистратуре уточнил, где кто принимает. Они мне задавали миллион вопросов про анализы, там, про что-то еще. Я говорю, да я не знаю. Я говорю, жена хотела. Я говорю, мне надо выписаться, скорее всего. И они меня отправили, короче, в кабинет здорового ребенка. Я пришел, а там не было никого. Вот. И мы зашли, и все. Нас послушали. Посмотрели горло, сказали, все нормально. Вот, поэтому сейчас идем завтракать. Блины будем кушать, наверное. Только блины будем, Ром? Рома, короче, сначала сказал, что он хочет пойти во вкусная точка позавтракать. А потом резко передумал почему-то. Почему не говорит? Говорит, домой пошли. А нам надо Катю дождаться, она уже тоже скоро подойдет. Поэтому сейчас идем, наверное, все-таки позавтракаем. Да, я же с ней разговаривал по телефону. В общем, все. Идем кушать. Мы решили сначала сходить на какую-то ярмарку. Посмотреть, что это за ярмарка. Ну, наверное, выше она. Сейчас посмотрим. Вот здесь у нас маникюрчик делают. Катя тут один раз... нет, не один раз. Несколько раз делала. А так все в салоне у какой-то девочки одной делает. Ой, снег наверху. Ага, снег на крыше, да? Друзья, кстати, давайте еще какой-нибудь конкурс замутим с 3 победителями. Пишите в комментариях, что можно разыграть. Здесь, скорее всего, авторская работа, поэтому я ее снимать не буду. Так, что-то ярмарки-то нет, наверное, на 3-м этаже. Это последний. Ага, это уже последний. Вон, Ром, ярмарка. Видишь? Вон гномики там какие-то стоят красивые. Где? Вон. У нас еще на Кирова ярмарка какая-то. Вроде как была или будет. Или должна быть, не знаю. Так, вот, то из Петрозаводска, мало ли, вот, приходите. Все ручная работа, я так понимаю. Гномики. Красота. Здесь тоже ручная работа. Фонтанчик.
кидать. Ну давай, ладно. Все, снял. Так. И не жарко, Ром, может шапку снимешь? Расстегни куртку. Давай шапку папе. Так, сейчас мы разденемся и включимся. Вот такая красота. Напомню, ручная работа. Здесь всякие украшения. О. Вот здесь, это, видимо, мыло, скорее всего. Так, пойдем дальше. А, ну мы сюда хотели идти на день рождения один раз. Ну какая красота. Котики. Ром, только не трогай, хорошо? Рома, следующий год будет год дракона. Там есть всякие эти пряники. Какой год? Ну каждый год какого символа чего-то, кого-то точнее. Это всякие штучки красивые, вкусные. Ну там. О, снеговички. Красота. Искусство. Так, тут мы уже были. А, ну все, всю ярмарку прошли. Где там? Там уже питание, Ром. А, ну пойдем до конца. Давай тогда тут пройдем. Так, сейчас мы еще в конце там подснимем. Вот такие ежики. Красота. Пойдем. Да, точно, ты был прав. Вот тут еще. А, здесь что у нас? Мыло. Да, красота. Скажите, это мыло, да? Да, это мыло. Оформление в подарок можно по-разному оформить. Можно одно мыльце, несколько. Вот эти по 100 рублей. Вот, по 250 с картинкой. По 250 вот символ года. Пирожники и снеговички по 350. Ага. Так, друзья, пишите, может вот такое разыграть. Варежки, елочки по 250, вот тоже по 200. Можно вот так оформить. Оформление в подарок идет. Спасибо. Так, друзья, пишите, что может из этого что-то разыграть, если мы успеем это купить. Но по идее должны успеть, потому что они еще долго тут будут стоять. Может, вон кому-то варежки нужны или носки. Или мешочки вон красные, всякие классные. Игрушечки. Есть украшения. И там Ручки ручной работы. И все, да. Ну тут игрушки, это уже не то. Ну все. Примерно. Давай. Стреляет? Да, не стреляют, они просто А, уже ладно, подожди, пониже. Подожди. Ты что-то слишком это. Попробуй. А, вон прицел есть, Ром. Ну-ка, давай попробуй. Целишься? Попробуй по тем попробуй. Ты видишь что-нибудь? В прицеле ты видишь? О, сбил. Так. Ты стреляй чуть-чуть помедленнее. Во. Вон, и так попадаешь сразу.
Ром, так ты целишься? Ты что не целишься-то? Стреляет еще. А, все, закончились. Спасибо большое. Так, ставь. Все, положи его просто на стойку. Неудобно так? Ну, покажи. Мы будем. Понравилось тебе стрелять? Да. 500 рублей стрельба стоит. Какая? Мама будет в шоке. У нас тир обычно 200 рублей, но тут 300 выстрелов, поэтому нормально, да, пострелял? Жалко, только пульки не цветные, так бы хоть видно было. А там прозрачные пульки, а прицел там такой, надо смотреть. Ну, другой, в общем, ему было неудобно. И он сбил, по-моему, всего 7, что ли. Ну, ничего. Потом еще постреляем, научимся, да? Да. Я пока плохо. Пока плохо, да. А ну-ка, я из лука лута сделаю. Из лука лучше стреляешь? А, да, кстати, он из лука у нас лучше стреляет, да. Попадает в цель. Так она всегда. Не всегда, да. Так, в общем, все, мы идем завтракать. Рома что-то так и не захотел идти во вкусная точка, поэтому мы пошли маму встречать. Ну, надеюсь, встретим. Она написала, что она вроде как должна быть следующая. Но дело в том, что тут 5 МВД, и в какой она именно пошла, я не уточнял. Ну, вроде как на Кирова. А вот звонит. Да. Мы сейчас у почты. Ты же на Кирова 8? Ну, мы пошли так, как мы от тебя ушли. Но мы так и собирались идти. Да. Все, вот там Катя идет. Рома идет дарить ей игрушку. Да, я. 300 выстрелов, да? И ты получил приз такой? Вау, класс. И мне решил, У нас там человек почему-то без страховки выбивает сосульки. В общем, Рома отказался идти во вкусную точку, поэтому мы идем домой. Он сказал, домой что-нибудь купим вкусного. Ну правильно, мне все равно работать не будет. Короче, это вообще какой-то дурдом. Меня пригласили через госуслуги. Я подавала заявление через госуслуги. Меня пригласили, написано, талон получать не надо, подходите типа с 9 до 12. Короче, пришла, сидит пол очереди с талонами, пол очереди без талонов. Вроде бы сначала, ладно, более-менее разобрались, что по талону там вызывают громкоговоритель. Без талонов очередь так люди проходят. Все, как только до меня очередь дошла, тут подошли еще 2 мужика с талонами. Один чуть ли не толкая меня, лезет там вперед меня в кабинет. Я говорю, вы вообще как себя чувствуете? Прекрасно. Я говорю, они по времени вызывают. Я говорю, я следующая, кто, ну, если без времени. А что это вы? В кабинет зашла, там сидит 3 девушки. Одна ведет прием, 2 другие заняты своими делами в компьютере. Я говорю, что один человек принимает или нет, подождать или что. И тишина в ответ. Короче, вышла, подождала еще, да, как оказалось. Типа по паспортам принимает одна девушка, 2 другие к ним свободно, никого нету. По паспорту там очередь, чуть ли не драка в коридоре. Ну, в общем, все, сдала. Оплачивала госпошлину через Сбербанк онлайн. Попросили показать чек. Говорит, а что вы не оплатили через госуслуги? Я говорю, там карту надо привязывать. Я говорю, мне некогда было. Она говорит, ну зато через госуслуги оплатили, мне бы искать не пришлось. Ну ладно, все взяла. Такой только бред, мне надо было Рому в паспорт переписать. На что мне сказали, что... Ну, Ярик это уже не вписывает, потому что он старше 14 лет. А Рому мне сказали, чтобы вписать, нужно установить его гражданство. Для этого нужно еще записываться на прием в другой кабинет. Там каким-то образом это устанавливать. И только потом можно будет записать. Я посмотрела, там ближайший номерок на 29 декабря.
Но думаю, 29 декабря мне немножко не до этого будет. Поэтому потом уже после Нового года. Ну это вообще глупости, я вообще в шоке, конечно. В общем, все, как всегда. сказали завтра забрать документы. Опять же, да, вот у Вани сразу на месте сделали паспорт и отдали. А у меня забрали свидетельство о заключении брака. И завтра сказали подходить за паспортом. Не знаю, завтра работаю опять. Получится с работы, не получится. Если нет, потом заберу тогда. Вот разница. Ваня пришел, сделал. Пришел, народу у него никого не было, ничего не было. Сделали, на месте отдали, все. У меня забрали документы, ребенка в паспорт вписали. Пригласили на следующий день. Еще очередь, я говорю, половина с номерками, половина без. Чуть ли не драка. Капюшон уже почти упал. Как всегда, очень интересно. Да, мне Мишка тут еще подарок. Ярик для мамы, ой, Ярик, Рома выиграл для мамы приз. Что, все, руки замерзли, погода испортилась, ветер поднялся и теперь вообще холодно рукам. Я надеюсь, что сейчас мы в Бекер Макс нормально зайдем, не как тогда. А только когда я пришла, постояла, все, думаю, сейчас куплю и свет выключу. Потому что это что-нибудь на работу купить. Ну так он там, мы купим тогда домой тоже в Бекере. И тогда. Все, выключаюсь. Так, все, мы пришли в Бекер. Посмотрим, что тут есть с утра. Ой, дракон. Это новогодний? Да. Все, мы вышли, короче, взяли 2 шоколадных донатса, 2 со сгущенкой. Я бриош себе взял, Катя взяла. Ой, вот Ярику взяли. Еще и Клер, да. Один Всё. последний. Последний, да. Катя себе со сгущенкой взяла. Короче, дороги опять каша мало. Ходить вообще сложно временами. Так, Ромашка, учитель завтра в школу пойдет. Правда, тут ковид осталось до каникул. Я не знаю, когда они выходят на каникулы. 27-го, наверное. Так же, как и все, или пораньше. Не знаю, наверное, так же, как и все. Хотя фиг знает. Так что тут осталось меньше 2 недель, наверное. Но это не точно. Не по Ярику не знаю, что будем врача ждать. Потом скажут. Не знаю, ну вообще странно, что температура не сбивается, конечно. Ладно, ибупрофен не помог. У нас уже было такое, что ибупрофен ему не сбивал температуру, но что и парацетамол. Сегодня всю ночь с ним пили и на ночь парацетамол выпили, и ночью пили в 4 утра. И не сбивается почему-то. Что ты? Моя каша. Моя каша прям? Моя любимая. Твоя любимая? Ну давай на выходной. Манную кашу будешь? Моя любимая. Дети не любят манную кашу, не знаю, она сама очень любит, это любимая его каша. У Ярика, кстати, в детстве тоже манная каша была любимая. А он и сейчас иногда не прочь. Я бывает Роме говорю, Ярик, кому, а что так мало? Говорю, а ты что, будешь? Конечно. Приходится еще говорить. Так что... Моя манная каша что-то не зашла Роме. Она у меня густая получилась. Не, ну один раз я вкусную сварил. Мы пополам съели. Ну как бы она и так вкусная была, но просто густая получилась. Аж ложка стояла. Чего не любишь? Когда густая не любишь? Любишь жиденькую? У нас, кстати, вот здесь подкармливают голубей. Сегодня их мало. Но здесь в прошлый раз мы шли, тут прям, не знаю, 1,5 килограмма было высыпано пшена. Сегодня температура довольно комфортная, там где-то что-то около -1, -2, но ветер очень холодный. Да, поднялся. Если бы не ветер, то вообще песня просто. Вчера был 0. Ну днем был +1 даже. На уши. Вот здесь мы с Ромой убирали один раз снег, когда мы шли мимо, короче, и здесь бабушки помогли спуститься, там была просто гора, ступенек не было. Мы пошли с Ромой домой, взяли штыковые лопаты летние, с которыми мы ходили в лес с металлоискателем копать.
пришли сюда и с Ромой раскидали снег. Этот ролик не зашел, я его скрыл. Но, в принципе, сейчас, наверное, кадры вставлю сюда. Так, у нас каникулы. Мы с Ромой решили, короче, почистить тут общественную лестницу. Здесь ходить вообще невозможно. Это еще не самое, да. Еще вот там будем чистить. Вот. Так, промежуточный итог. Ну, не идеально, конечно, но тут еще уберем. Рома, сколько раз нас похвалили? 3 раза уже сказали. Хорошее дело делаете. Спасибо. Что-то еще там. Один предложил к нему к родителям пойти убрать еще. Мы так посмеялись, и как бы и все. У нас еще вторая лестница, не знаю, там, наверное, половину уберем. В общем, все, убрали мы, наверное, с этим все. Вот здесь кучу оставили, но я думаю, дворники в состоянии будут ее убрать. Не знаю, второй день лежит снег, ничего никто не убрал. Да. Сегодня суббота. Лень? Да. Да не, может у них выходные, я не знаю, как они, дворники, работают. Есть у них выходные или нет. В общем, вот. Сейчас пойдем третью лестницу, вернее, чистить. Да. Короче, пошли по другой тактике. Сначала сделали тропинку, чтобы никому не мешать. Вот. И сейчас будем убирать. Последняя, да. Сколько, Рома, нас раз поблагодарили? 30. 31. Да, 30. 30? Ну да, я один раз тебе подмигнула женщина только что, да? В общем, все вот. Тоже почистили. Короче, на видео не видно, но более-менее нормально почистили. И тебе еще дедушка подморгнул? Отлично. Все, сейчас идем домой. Еще тут? Ну давай. Да, ставлю, наверное. Так, в общем, врач был у Ярика. Сказал, давайте еще 2 дня полечимся без антибиотиков. И через 2 дня будет видно, если, в общем, будет все так же, то нужно будет вызвать врача повторно. Он приедет и отправит еще на снимки, чтобы пневмонию посмотреть, нет ли ее. Вот. Температура у него 39. Сейчас последний раз, когда был с дома вышел, вот 39. Выпили таблетку, и я пошел на почту получать посылку от моего друга из Москвы. Женя, привет. Вот. Ну, он и как и друг, и подписчик. Вот. Так, все, посылку получил. Сейчас иду домой. Очередь там было вообще человек 20, наверное. Как-то я хотел спросить и забыл, как мне поменять почту. Я не хочу больше на эту почту ходить. Хочу у вокзала получать. Но я так понимаю, что там только индекс на другой указать. И все, она поедет туда. Надо будет уточнить этот момент. Хотел вскрыть на почте, чтобы проверить. Но там очень много народу было еще и после меня. И, короче, там стоять негде было. Воняет всякими духами и не духами, и чем только там не воняло. Вот. В общем, все. Идем домой. Мне сейчас позвонил Ярослав. Сказал, что у нас опять отключили электричество. И в нашем доме, и напротив дома все без света сидят. Вот. Так что не знаю, когда я там запишу теперь распаковку. Надеюсь, дадут скоро, потому что нам нужно кое-какие уроки доделать. Рома, потому что завтра уже все, идет в школу. Мы сегодня выписались. Что, наверное, вечером уже, точнее, поздно вечером будем записывать распаковку. Так, все. Данные личные отправителя я убрал. Так.
А, еще тут заклеено. А, кстати, пришел домой и уже свет дали. Короче, ненадолго его отключали. Так. Если там тоже сидит, ждет обзор. Так, это что такое? Он сюда запихал что-то. Носки. А, вот сама камера, все, я уже вижу. Вот такая камера. Ну, как практически у каждого второго блогера. Ну, возможно, она нам понравится, и мы с ней все время будем ходить. Так-то вообще хочется DJI Pocket 2 купить. Вот. Так, а как ее открыть? Так. Нужно открыть, посмотреть, нет ли там флешки. Так, сейчас, секунду. Здесь она тут вообще. Я не понимаю, где тут флешка должна вставляться. А, вот здесь. Нет, Женя, флешки здесь нет. Он переживал, что он забыл снять. В общем, вот такая вот камера и такие носки. Так, на столе небольшой бардак, потому что тут занимались и чай пили. Так, ну, здесь остальное, что тут зарядка. Здесь, где-то вообще. Секунду. А, вот здесь крепежи. О, тренога, вот это круто. О, я вот такую хотел маленькую треногу, наконец-то. Так, это у нас шнурок и на голову крепеж. Ну, в общем, все. Вот такой вот обзорчик. Евгению спасибо огромное за этот практический подарок. Он сделал огромную скидку. Вот. Все. Всем пока.